Приветствую тебя, Илья. Да, Эльдар, доброго здравия. Наше зрение тонкого плана– это чувство. Мы видим через чувства. Все, что Мгм. а, мы принимаем информацию, мы все это принимаем через ясное чувствование, запахи, чувствуем звуки, мы чувствуем, не слышим, а чувствуем звуки. Это все наш инструмент, который воспринимает тонкий план. Ну, Но вот да. есть же люди, Да. которые, они вот пытаются что-то увидеть. То Мгм. есть у них же не развиты чувства вот эти, ясновидения, да, вот именно своим внутренним они не пытаются почувствовать. То есть они пытаются вот именно глазами там, что они видят, ушами там слушают. И на этом все. Да, а почему это происходит у них? Потому что нас всех учили этому. Нам всем с детства говорили, что э, не придумывай, не фантазируй, не делай так, потому что этого не существует. И нас с детства приучали опираться только на физический план. То есть мы должны слушать только ушами, видеть только глазами, думать только головой, мозгами. Естественно, вот этот способ и привел к тому, что многие люди хотят видеть тонкий план глазами. Этот метод, который использовали, ну, не то что использовали, а который поэкспериментировали на нас, и удачно причем, он атрофировал способность контактировать с тонким планом. Люди не могут из-за этого контактировать. Если кто-то начинает контакт производить, то в большинстве, например, массы человеческой к этому относятся как к психическому расстройству. Если человек, допустим, особенно это вот во время Советского Союза, были такие понятия, если человек, например, начинал видеть тонкий план, он мог разговаривать с душами, с духами, то его считали сразу психическим больным. И что делали? Сразу отправляли в дурку. Но от таких избавлялись. Да, потому что это было невыгодно. Ну, то есть я же правильно понимаю, что именно люди вот этого всего не видят и не слышат из-за воспитания. То есть как воспитывают нас, да? Из-за То есть что ж с воспитанием начинается? установок, которые были внедрены в сознание людей. Установок, Мгм. которые заблокировали способность. Это никакая не сверхспособность. Это наши обычные такие же способности, как видеть, как слышать, как говорить, как ручкой писать. Только эти способности не развиты. Но если вот мы, например, допустим, в школе бы не писали бы, не умели бы, ну, не практиковали бы писание, к сегодняшнему дню мы бы не умели бы писать. То же самое происходит и здесь. Если мы не пользуемся этим инструментом, то, естественно, он начинает трофироваться. Он не умирает, но он просто в спящем состоянии. Ходить мы тоже Мгм. учились не один день. Чтобы уверенно встать на ноги и даже пробежаться, нам нужны были годы. Ребенок от 1 года и до 5 лет, вот он учится стабильно, уже уверенно ходить. К 5 годам он может бегать с уверенностью. То же самое и здесь. Если этим инструментом не пользовались, нам запрещали, грубо говоря, пользоваться установками. Если человек там начинал что-то видеть, что-то слышать, дети, ой, не фантазируй, обычно так говорили все старшие. Ой, не придумывай, Мгм. не пугай меня, мамы говорили. Когда ребенок видит и разговаривает со своим ангелом-хранителем или со своим духом, который его Мгм. оберегает, который никогда никуда не уходил, а мама берет и говорит: ты меня пугаешь, это же шизофрения, так больше не делай. Естественно, ребенок что будет делать? Он будет прислушиваться к маме, потому что мама для него эталон, мама для него Ну да. спаситель. Что происходит дальше? Дальше школа. Школьное образование, она
я так считаю, полностью акцентировано на том, чтобы вообще отключить эту способность контакта с тонким планом. Все это было сделано не просто так, все это было организовано очень тщательно. И могу сказать, даже отдать честь за такую организацию. Это очень, так знаешь, на высоком уровне все сделано, очень продумано. Ну, И увенчалось создавалось, успехом. да, создавалось не, конечно же, не один год. Они это сделали, у них получилось. Что, конечно же, привело к таким результатам. На сегодняшний день 90% населения Земли спит. Сейчас, когда происходит в нашем мире такой процесс, как пробуждение, как квантовый переход, где надо просыпаться, осознать, понять, кто ты, для чего ты здесь, в чем твоя цель, миссия, кто есть вообще человек, что есть Земля и так далее, то на сегодняшний день очень малое количество просыпается людей. Нам сейчас помогает Земля. Она излучает очень высокую вибрацию. Естественно, эта вибрация, она помогает тем, кто более, наверное, душой мудрый и душой старые души, мудрые души только просыпаются в телах людей. А как вот эти вот вибрации Земли, они вот влияют на обычных людей, вот как вы назвали, спящих? Да, да. Вот, например, на пробуждающихся эти вибрации влияют в первую очередь позитивом. Вот у просыпающихся все время вибрация растет. Растет вибрация излучения от Земли, естественно, у просыпающихся эта вибрация тоже растет. То есть в жизни происходит все на позитиве. Дела складываются, настроение всегда хорошее, улыбается человек, он счастлив. А у простых людей происходит все наоборот. Мгм. Эти вибрации помогают, не помогают, а вибрации их скорее больше раскрывают нутро. И из-за этого у них происходит обратный процесс. Людей начинает ломать, люди начинают впадать в депрессию, у людей начинают проявляться болезни. Вдруг, откуда ни возьмись, у людей не складываются дела. Дальше объясню, почему это происходит. На сегодня уже есть даже научная информация, доказанная, что наш мир есть энергия, наше тело есть энергия, наша душа– энергия. В нашем мире на сегодняшний день, помимо людей с их душами, есть еще другие представители, живущие здесь. Эти представители никогда не являлись помощниками людям, никогда не являлись спасителями людей, никогда не являлись защитниками людей. Они были потребители, которые использовали в своих интересах человечество. И сегодня, когда излучается такая высокая вибрация от Земли, естественно, эта вибрация сказывается на этих людях из-за того, что она влияет на этих паразитов, на этих представителей других цивилизаций, других измерений, жителей с других измерений. Они здесь и у нас находятся. И практически 90% людей, населения Земли, находятся под влиянием этих паразитов, под влиянием этих представителей других измерений, жителей других измерений. То Да, есть они проявляются через людей, вот в людях они как-то живут. они живут в людях так же, как существует душа человека. Но это не душа. Они душу человека смещают в сторону и начинают производить управление изнутри в человеке. Человек не осознает многих вещей, сделанных, сказанных, а потом, естественно, получает результат. Результат этот происходит от воздействия, внутреннего воздействия
на человека. Человек, естественно, находится под управлением. Многие вещи люди делают неадекватно. Многие вещи люди, вот как нас учили всегда, принимайте решения, вот вы же умные, вы же образованные, для чего вы учились и так далее. Вот что это есть на самом деле образование? Это способ, метод, которому они обучили нас, чтобы мы принимали решения. Что скрывается под этим? Под этим скрывается управление. Здесь говорит не человек, не душа его. Здесь говорят они. Их единственный способ воздействия на человека — это только управление как через мысль-форму. Они используют разговор от имени человека и говорят от имени человека, тем самым заставляют принять решение и сделать шаг или действие в своих интересах. Человек думает, что это он принимает решение, что это он анализирует. На самом деле происходит процесс совсем другой. Анализ вот этот происходит по их инициативе, по их разговору. Они это делают для чего? Для того, чтобы человек сделал какое-то действие. Да, самое главное у человека — это выбор. Последнее решение всегда принимает человек, личность. Но личность заставляет принять решение обманным путем. Обманным путем через информирование, информацию, которая вот транслируется в голове, как мысль-форма, от имени человека, используя всю его информацию, которая есть у него за всю жизнь. Почему они это делают? Почему они это делают? Для чего? Цель какая? Цель — это самое главное, это жизненная энергия. Вот люди, даже многие, не знают, даже не представляют, какой мы силой обладаем, какая энергия у нас мощная. Эти паразиты, они здесь не просто так появились. И они знают, насколько, оказывается, мощная эта сила, насколько мощная эта энергия, что она может сделать, что она может сотворить. Почему говорят, создал по подобию своему, про Всевышнего. Не по вот этому подобию создал он нас, а создал по подобию такому же, который есть у него. Сила Творца. Этой силой управляют не личность, не душа человека. А прикинь, вот эти паразиты. Из-за этого у многих людей в жизни происходит то, что происходит. Большинство живут в нищете, в несчастье, здоровья нет, благополучия нет, успеха нет. Почему так? Хотя наша, оказывается, энергия, которая у нас есть, которая вырабатывается бесконечно, большим потоком, эта энергия заставила материализовать вот этот негатив, который происходит сейчас здесь на Земле. Эта энергия забирается у нас. И взамен, естественно, как и результат, она дает вот этот именно низкий уровень быта. Поэтому большинство людей и так и живут, не могут проснуться, не могут услышать. Этот мир был создан не для этого. Этот мир есть рай. В этом мире столько изобилия всего. Тут еще на 10 поколений, даже не на 10, неизвестно сколько поколений нам может давать Земля.